Так, кто там у нас? Алло. Алло, Коваль, ты как? Сплю. Тоже сидишь дома без орла и решки? Сплю. Так тебе и надо. В общем, давай сидеть вместе. Чего? Дуй сюда, есть клевая тема. О, доставка ведущих. Да. Здравствуйте, Здрасте. чудеса света. Здравствуйте, бездумный уикенд. Да, безумный уикенд. Так. Ну смотри, вызов принят, еще ни один не выжил. Чем занимаешься здесь? Ну так скромно, сидим дома, путешествуем по всему миру с друзьями со всего света. О, Хочешь со мной? хочу. Пошли. Стоп. Я без монетки таким не занимаюсь, извини. Приличная. Да. Только на желание тогда. Ну, давай. Орел, Решка. как старый добрый. Мне повезет. Ну, дома и стены помогают. Что ж ты будешь Проходите, делать? пожалуйста, Где проходите, ламповый пожалуйста, телевизор? закрой, Черт, пожалуйста. тебя бы подрал. Обувь снимай, Ай, обувь да не снимай. буду ничего Ого, снимать. Ударился 42-й. лбом. Почему у тебя такая маленькая квартира? Сегодня вместе с друзьями Орла и Решки мы отправимся на сказочное Бали. Заберемся на самую макушку вулкана Батур, а потом нырнем в океан порезвиться со стаей вертящихся дельфинов. Мы узнаем, как поживает самый комфортный город на Земле – Ванкувер, и как здесь развлекаются на карантине. А потом мы попадем в Гонконг и проникнем в нелегальные дома-клетки. А куда класть личные вещи? Ну вот смотри, под кроватью сколько места. Антон, смотри. Я сейчас закрываю глаза. У меня открывается виртуальный глобус. Смотри, я его кручу, показываю пальцем, куда мы поедем. Я попытаюсь передавить сонную артерию. Нет, Антон, это сказочная Бали. Бали, говорят. Ну, по-бразильски. я читал один хэштег, там был по-другому. Вот, пока мы изучаем историю мира по хэштегам, а давай изучать Бали по следующим репортажам. Привет. Всем привет с острова Бали. Меня зовут Денис, и обычно я нахожусь по ту сторону камеры. Я оператор «Орла и Решки». Узнали? Это наш Денис, оператор сезона «Чудеса света». У Дэна 2 любимых дела. Снимать и кататься на серфе. Чтобы их объединить, он переехал жить на остров Бали и живет здесь уже 6 лет. Денчик! Какой красивый. Привет, Денис. Какой красивый. Не для тебя наш Дэн цвел. Но у нас сейчас необычная ситуация в мире, и я в необычной для себя роли. Пока наши ведущие, так же как и вы, вынуждены оставаться дома, у меня есть возможность путешествовать по острову. Это же такая абсолютная Мекка. Все время Бали, 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 Да, Бали. и там какие-то закаты вот эти невероятные, фиолетовые, какие-то красные. На Бали еще есть много чего интересного. Например, 2 активных вулкана. И на один из них мы с вами сегодня отправимся. Мы покорим природное чудо Бали, священный вулкан Батур. Обычно для передвижения по острову ты используешь либо скутер, либо мотоцикл, но путь к вулкану не близкий, поэтому возьмем автомобиль. Причем он стоит всего лишь $15 в сутки. Дорога на вулкан займет 2 часа. Еще около 2 часов сам подъем. Поэтому мы отправимся туда ночью, чтобы попасть на вершину к рассвету. Привет! Меня зовут Диана, и я тоже живу на райском острове Бали. Знакомьтесь, это Диана. Она приехала на Бали зимовать и застряла здесь из-за пандемии коронавируса. За полгода Диана изучила остров и стала делиться секретными местами в своем Инстаграме. Привет, Диана! А Привет. вот смотри, какая симпатичная дама. Антон,
В твоей жизни теперь есть только одна симпатичная дама. И И я на неё это не смотрю. Алина Островская, а Юля Коваль. Времена нынче тяжелые. На Бали есть одно очень классное развлечение. Это купание с дельфинами. Я так давно этого хотела. И не подумайте, купаться я буду не в каком-нибудь там дельфинарии, а я буду купаться в открытом море, в их естественной среде обитания. Представляете? Юху! Погнали! Покупаться с дельфинами на Бали можно на пляже Лавина. Он находится на севере острова. А я живу в Эмеде, и ехать до Лавины мне примерно 80 километров. По узким балийским улочкам и с этим трафиком, который здесь происходит на дорогах, ехать, наверное, примерно 2 часа. На Бали нет маршруток, нет общественного транспорта. Добраться можно только 2 способами. Это на машине или на байке. На байке сложновато ехать на такие дальние дистанции, 5-я точечка просто закипает. Поэтому я решила арендовать машину. Выторговала ее за 250 тысяч рупий. Hello. Ну вот мы и в Лавине. Это маленькая деревушечка, расположенная на самом севере острова Бали. И местные называют гордо курорт. Примечательно это место тем, что здесь можно поплавать с теми самыми знаменитыми дельфинами. Но для того, чтобы их увидеть, лучше выплывать с утра. Поэтому я останусь здесь на ночлег. Я забронировала себе виллу в отеле Пандава Вилледж. Это очень красиво. Это стоит $23 в сутки. О, красиво! Очень так по-балийски, я бы сказала. И ванная. Красиво. Ванна, кстати, вот прям с улицы змея заползти может, например. Это мы уже проходили здесь. В принципе, жить можно. Какая твердая. Ночь. Я начал свой путь на вулкан. Продолжайте движение прямо. Вот так вот тут меня встречают. Are you going to trekking? Yeah. Yeah. The trekking is here. You need a guide? Sorry. Can I go without guide? Normally with the guide now. Okay. Because this is the mountain still active. But you don't know about situation in here. Местные жители не дают туристам ходить в одиночку. Они говорят, это опасно, но на самом деле они просто зарабатывают так деньги. Can you take 400 for you? Oh, you is my guide? Wayan. Hello. Wayan. Денис. Фонарик. Фонарик. Yeah. И мы с ним начинаем наше восхождение. Большинство времени мы, конечно, будем идти по темноте, но как только попадем на вершину и будет рассвет, пейзажик откроется невероятный. Батур – это действующий вулкан. И последний раз он извергался 53 года назад. И местные жители говорят, что столб дыма иногда достигает 300 метров. Лишь бы сейчас ему не захотелось пыхнуть. Смотрите, это все закаменелая лава. Высота вулкана Батур 1717 метров. Я не знаю почему, но я вот волнуюсь, как будто бы я вместе с Денчиком сейчас поднимаюсь. Денчик, давай. 500 метров до первой вершины. Вообще добраться до вершины вулкана можно 2 способами. Также вот пешком
и на джипах тебя довезут до самой вершины. Тебе останется пройти там несколько метров. Но сейчас все эти компании, которые возят людей на джипах к вулкану, закрыты. И я бы выбрал, конечно, подняться на джипах, чем вот это вот все. Зная Дэна, он бы выбрал вообще не ходить. Поднимались в Индонезии на вулкан Семеру 2 дня. Я на вершине встречал свой день рождения. Это было самое адское приключение в нашей жизни. Да. Забираемся. Вроде этот сезон называется не «Оди щадовые» и «Не умри, ведущий». Но сейчас для меня чудом света будет, если я доберусь наверх без травм. Это вулкан. Самый высокий вулкан на Яве. Только что взрывался. На GoPro я не снял. Снял на эту камеру. Видите, все в передаче. Вот оно, извержение. Страшно. Хоть и надышался пыли вулканической. Это круто! 2660 метров! Когда вот от тебя в нескольких метров извергается вулкан, это очень страшно. Но я удивлен, почему Дэн вообще пошел туда. Потому что после того, как мы спустились, мы вернулись просто настолько убиты, с лопнувшими капиллярами в глазах. Я после этого выковыривал серу из себя еще несколько дней. И Дэн сказал, что никогда в жизни он больше не пойдет на вулкан. Ни за какие деньги на свете. И вот он предал себя. Такие моменты вспоминаешь, когда только с Решкой мы не забирались. Вот мы добрались до точки, где лучше всего видно рассвет. Но мы в облаке, все в тумане, и мы его не увидим. Это большое разочарование. Если вам так же, как и мне, не повезло с рассветом, то еще 40 минут, и мы поднимемся к кратеру вулкана. Еще 40 минут. Собачка, бедная, ты тут мерзнешь. Осталось совсем чуть-чуть. Я на вершине. Это случилось. Да. Careful, careful. Вау. Careful. Ветер сдувает. Местные жители. Даже их за тумана не видно. Ты волчонок. Дэн красавчик. Да, нет, это респект. Но я вот поднялась с Дэном, и, в принципе... Достаточно? Да. Достаточно? Да. Вулкан Батур — это просто чудо острова Бали. Сюда обязательно нужно забраться всем, кто приезжает на этот остров. Только вот с погодой нужно, чтобы повезло. Не так, как мне. Хотя мне нравится. Красиво. Я в тумане. Чтобы покупаться с дельфинами, нужно утром приехать на пляж. Есть два варианта. Это может быть раннее утро, там в 6 утра, чтобы встретить рассвет, либо же 9 часов утра, как плыву сейчас я. Дельфины тоже будут, потому что по утрам они приплывают в эту бухту для того, чтобы полакомиться рыбой. Я арендовала вот такую лодку, называется она Джукунга.
стоит $40. Зачем к ней привинтили футбольные ворота? Чемпионат? Юль, это же элементарно. Да, Это поплавки, чтобы на волнах она не перевернулась. Баланс, лодка. Ну все, сейчас я увижу дельфинов. Поехали! Капитан, I'm ready! Okay, let's go now. Дельфины, я иду к вам! Какие-то очень сильные волны! Я что на лодке, что в море одно и то же. Просто рюкзак полностью мокрый, и я тоже. Смывает. Но ничего, дельфины этого стоят. Дельфины! Дельфины! Вот они! Я люблю вас! Обалдеть, да ладно. На этом свидание с дельфинами не заканчивается. Моя лодка – это целый аттракцион. К ней привязана палка, за которую можно держаться и снорклить, чтобы посмотреть на дельфинов под водой. Все, я пошла! Я пошла! Блин, страшно! Музыка классная. Там, под водой. Да, это дельфины поют. Хочу Вот попробовать, это? клянусь. Очень хочу попробовать так. Класс! Там дельфины! И они вот такие вот! И вот тут, вот прям вот тут! Ой! Ой! Это очень сложно на самом деле. Но, блин, это того стоит. У нас здесь много видов дельфинов, но самый частый – это вертящийся дельфин. Дельфины приплывают сюда каждое утро не только ради еды, но и ради общения с людьми. Мы не охотимся и не убиваем их. Мы приплываем к ним в гости с любовью, и они это чувствуют. Это просто незабываемо, это непередаваемо, просто мурашки по коже, когда ты видишь дельфинов под водой, когда ты видишь их в естественной среде обитания, когда ты слышишь их, просто мурашки по коже, слезы от счастья на глазах, это невероятно. И это не дельфинарии хлорированные, там, где дельфины просто слепнут. Я рекомендую искренне каждому, если есть такая возможность, приехать сюда, на Бали, в лавину и поплавать с дельфинами в открытом море. И вы получите просто столько эмоций! Это очень круто, очень. Можно я вас обниму? Спасибо большое. И тебе спасибо. Еще дельфин на заднем фоне должен. Мы пришли еще к одному месту, которое я хотел вам показать. Здесь разломы, но оттуда идет пар. Пар настолько сильный, что тяжело удержать руку. И говорят, здесь можно даже сварить яйцо. Сейчас мы это и проверим.
Взял с собой 2 яйца. Они целы. И вот кладу прям туда. Горячо. Камера потеет из-за пара. Сверху закрываем все травой. И через 20 минут должно приготовиться яйцо. Прошло 20 минут. Это, конечно, не самый быстрый способ, если вам надо спешить на работу, чтобы приготовить себе завтрак. Но мы не дома на кухне. Достаем. Горячо. Сейчас попробуем, насколько сварились эти яйца. Смотрите, с виду такое обычное яйцо, как будто мама в детстве приготовила. Мама в детстве Дэна забиралась на вулкан. Это как в смятку или нет? Любопытно. И взял ли он с собой соль? 2 вопроса, которые у меня возникают. Приготовилась? Ну, желток, прошу, покажи желток, мы все ждем. Ну, желток. Идеально, на пару от вулкана. Класс. Вот это мощь природы. Класс, мне понравилось. Можно поаплодировать? Спасибо, Я друзья. тебе предлагаю мало того, что им поаплодировать. Давай позвоним Дэну и Диане. Не давай позвоним Дэну, а я возьму ноутбук и позвоню моему Дэну. О, привет. Денчик. Привет, меня зовут Юля. Дэн, а ты чего такой счастливый? Нет, ты всегда счастливый, но ты какой-то сегодня особенно радостный. Я живу на Бали, потому что... Прекрасно. Дэн, а можно мы к тебе сейчас еще подключим Диану? Включайте. Диана, привет! Привет! Ребят, во-первых, все, теперь дружите. Благодаря Орлу и Решке мы вас познакомили. Расскажите, ребята, как вы там живете во времена такие непростые? Как карантин у вас проходит на славном, прекрасном острове на букву «Б»? Здесь нет коронавируса. Здесь все достаточно спокойно. Туристов нет. Все места — это просто первозданная природа. Цены на все катастрофически упали. И я рада, что я карантин провожу здесь. Прям очень. Катастрофически упали цены, и я рада. То есть и аренда жилья, и еда, все стало дешевле? Например, мы сейчас снимаем виллу с друзьями на 4 за 10 миллионов. Мы посмотрели в Гугле, сколько она стоит. Она стоит 2 миллиона в сутки. В месяц это 60 миллионов. Мы снимаем ее за 10 миллионов. А балийцам как-то государство помогает вообще? Субсидии, еда? Нет, балийцам не помогает государство, помогает те, кто тут живут. Там чуть-чуть скидывается, и семьям, которые бедные, там ой, какие умнички. Покупается рис, там масло, первая необходимость. Вообще у балийцев, у них даже пенсии нет, то есть Индонезия им пенсию не платит. Там как-то рисом, какими-то продуктами, но пенсии у них нет, только в нескольких районах. Куда мне поехать? Когда я приеду первый раз, что надо сделать? Что? Поездить по водопадам, что там, рисовые террасы, джунгли, парк обезьян. Везде, каждое место, которое есть на карте, этих достопримечательностей, оно стоит посещения. Диана, Дэн, у нас к вам главный вопрос. Когда, может быть, вы знаете, есть инфа, откроют границы, и мы, 1000 туристов, ломанемся на Бали, потому что это самый популярный сейчас курорт в мире, мне кажется. Официальным, неофициальным данным откроют в октябре. Но это пока не точно. С октября. Давайте воздушные поцелуйчики. Пока. Чао-чао-чао. Денчик, прорвемся, еще снимем 100 сезонов. Дианочка, все. 100 сезонов. Смотри, Антон, видишь, молодая. Это новое в твоей жизни, ты такое еще не видел. Красивая, светловолосая, курносая, зеленые глаза. Куда ты такую красоту повез бы в первую очередь? Сегодня я тебя хочу повезти в Ванкувер. Привет, я Саша. Саша с мужем и сынишкой живет в Ванкувере 3 года. Саша – путешественница со стажем и автор успешного блога о Ванкувере. И я живу в одном из самых красивых и самых чистейших городов мира. Мы в Ванкувере.
Ванкувер – это один из самых больших канадских городов, и находится он в провинции Британская Колумбия. Я не знала, что в Ванкувере такой Нью-Йорк. В Ванкувере приятно с первых секунд. Он очень чистый, светлый. В центре много небоскребов, но они не давят. В них отражается небо и зелень. Взгляд прохожего не упирается в бетон или кирпич, а как бы отдыхает на облачках. Авторитетный журнал The Economist вот уже 5-й раз называет Ванкувер лучшим городом Земли. Я обожаю Ванкувер, он прекрасен. Он окружен океаном, горами, лесами. Здесь кристально чистые озера и тысячи водопадов. Но я могу неделю рассказывать, как здесь здорово, а лучше один раз покажу. Идеальная картинка, прям, да? Честно, Хочется какой-то грязи туда добавить. Такое ощущение, что, да, что просто это какие-то кадры из фильма, вот без шуток. Существует легенда, что в Ванкувере прямо по городу ходят дикие животные. Это чистая правда. У меня вчера под домом был медведь. А так ты можешь встретить здесь гусей, белок, уток, енотов, кого хочешь. А еще у нас прямо в заливе, в порту, живут касатки. Касатка – это символ Ванкувера. Вот посмотрите, у нас гуси по всем паркам. По улицам ходят, трафик останавливают. Гуси в городе – это, конечно, замечательно. Ну вот, один большой минус. Все поле в ромашках и какашках. Потому что гуси, которые гуляют по полю, естественно, катят прямо сюда. Мне кажется, самое бесполезное место в Ванкувере – это зоопарк. Зачем он? Тут животные гуляют прям по улицам. Я люблю Ванкувер, потому что здесь люди очень ценят здоровый образ жизни и активный отдых. Велосипеды. Практически у всех они есть. Вон, посмотрите. Мы прямо в центре города, и здесь на байках гоняют по дороге. А машин почти нет. Здесь никто не пьет и почти не курит. Ну, а негде, потому что курить нельзя ни у себя в доме, ни в парке, ну, разве что в своей машине. Мы сейчас у меня в подъезде, в доме, и, как я уже сказала, у нас нигде не курят, причем курить нельзя даже в собственной квартире. Если в собственной квартире ты закуришь сигарету и на тебя пожалуются соседи, влепят $200 штраф. А если несколько раз тебя так засекли, то на совете жильцов могут даже принять решение выселить тебя совсем. Неважно, владеешь ты этим жильем или нет. Ванкувер очень экологичный и чистый город. Здесь никто не мусорит. Наоборот, мусор здесь на вес золота. Из переработанного пластика здесь делают скамейки, детские площадки и даже одежду. Здесь мусор собирают и тщательно сортируют. Пойдемте ко мне домой, и я вам покажу, как мы это делаем. Я живу в многоэтажном многоквартирном доме на 27 этаже. И даже несмотря на то, что у меня не частный дом, у меня в квартире 6 мусорок. 6 мусорок, что? Вот в этой мусорке у меня баночки, бутылочки, которые можно потом будет сдать и получить за них денежку обратно. И я, когда их покупала, я заплатила там 5 центов, 10 центов депозит за то, что я взяла этот контейнер домой, и теперь я его сдам и получу обратно денежку. Здесь у меня целлофан,
В этой мусорке у меня пластик. Вот эта мусорка для бумаги. Отдельная у меня мусорка для органического мусора, который можно потом переработать в почву. Это все, что животного, растительного происхождения. Ошкурки от картошки, от бананов, шкурпа от яиц, кости. Вот. И у нас обычное мусорное ведро есть, которым мы почти не пользуемся. Ну а теперь давайте я вам покажу, как, собственно говоря, мы мусор сортируем. Чтобы правильно выкинуть чайный пакетик, убираем скрепочку. Бумажечка пойдет отдельно. Железные скобочки мы выкидываем в мусор, который идет на переработку вместе с жестяными баночками. Бумажку мы выкидываем в мусор для бумажки. А, собственно говоря, сам чайный пакетик, включая вот ниточку, которая сделана из хлопка, идут в органический мусор, потому что они отлично разлагаются. Ты всегда аплодируешь телеку. Ты сортируешь? Да, это круто. Я, к сожалению, это делаю очень редко. Я также не научен даже. Друзья, давайте сохраним нашу планету. Сейчас никакого сарказма, никакого юмора, только серьезный разговор. Берегите планету. В часе езды от Ванкувера есть одно супер экстремальное развлечение – банджи-джампинг с моста в реку. Это самый высокий банджи в Британской Колумбии. И сегодня я это делаю, наверное. Я думаю, что я это сделаю. Мост, с которого я сигану, находится в 2 шагах от городишки Whistler. Дорога туда просто невероятной красоты. Прилипаешь к окну. Ну вот и он. Мост, с которого сейчас я полечу головой вниз, прямо в реку. Его высота 50 метров. Это же просто капец, как высоко. Река, которая течет под мостом, называется Чекамуса. И она просто ледяная. Посмотрите, какое сильное течение. Если я сорвусь и плюхнусь с нее, то уже просто не выберусь. И стоит эта развлекуха самоубийства $140 канадских. Сердечко забилось, застучало. Серьезно. Ну, Саша, добро пожаловать в клуб. Я не буду единственным человеком на мосту, кто решит пойти назад. Я испытывал похожую вещь как раз-таки в Макао. Это был наш самый первый выпуск, еще сезон «Мегаполисы». И это самая высокая банджи считается в мире, 200 с чем-то метров в стиле вышки. Давай, давай. Ну что, завещание написала, ребенка обняла. Вот что с нами делает карантин. От долгого сидения дома готовы на все. Даже с моста в реку скинуться. Я следующая. У меня уже нету времени сбежать. Я прыгну. Я прыгну. I have a family. I have a child.
be fine. Why am I doing this? Саш, не надо, не прыгай, Саша, прошу тебя. Она ж слышит. Саша, не надо! Давай! Слабоумие и отвага. 3, 2, 1, go! Four, 3, 2, 1, go! Это очень страшно. Сашка, прости, прости. Саша. О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой. О, боже мой. Все, что я помню, это как я орала. Вот все. Это очень страшно. Это страшнее. Вот я прыгала с парашютом 2 раза. Вот это страшнее, чем прыгать с парашюта. Слушай, Саша, мне кажется, вообще нам показала в миниатюре всю Канаду, Да, Ванкувер. Это да. так круто. Давай звонить этому человеку энциклопедии. Саша, привет! Здравствуй. Можно извини. по-русски? Можно по-русски. Yes. Привет, Саша! Здравствуйте. Саш, как дела в лучшем городе на Земле? У нас здорово. Во всех смыслах и отношениях. Карантина как такового не было. У нас была рекомендация главного врача нашей провинции о том, что желательно соблюдать социальную дистанцию, 2 метра. Слушай, но ведь есть еще одни прелести, о которых ты не сказала. Все-таки о карантине вам не напоминает звук смс-ок с приходящими денежками? Те люди, которые потеряли работу, ты можешь заявление подать онлайн. Это делается буквально за 3 минуты. И тебе, да, действительно капает денежка $2000 в месяц на протяжении 4 месяцев. Еще 1000 доплачивает провинция, плюс увеличили пособие на ребенка почти в 2 раза. Последний раз, когда приходило пособие на ребенка, пришло на $350 больше. Слушай, получается, что вообще не работая, в кармашке лежит 3 с лишним тысячи долларов. По сравнению с тем, какие здесь расходы, $3000 это впритык. Слушай, конечно, нас интересует вопрос, когда мы сможем поехать к вам в Канаду, в Ванкувер. Наш премьер-министр обещал, что канадские границы откроют к середине или к концу лета. Спасибо тебе огромное. И не забывай, когда тебе в очередной раз будут приходить $2000, что у тебя есть надежные друзья в другой стране. Юля, поздравляю. Мы летим в Гонконг. Так, это там, где ты съел черепаху. Сегодня я сожру ваше детство. Во-первых, об этом только забыли. Во-вторых, это было в Макао. Антон, вообще не важно, где ты съел эту бедную несчастную черепашку. В общем, мы летим в Гонконг. Привет из Гонконга. Меня зовут Степан. Степан – старый добрый друг Орла и Решки. За 10 лет в Гонконге Степа наладил бизнес, выучил кантонский диалект и узнал Гонконг лучше самих гонконгцев. Я хочу показать вам пару очень интересных мест, которые, поверьте, обязательно стоит посмотреть в Гонконге. Гонконг – самый вертикальный мегаполис мира. Небо Гонконга держит 7685 гигантов из бетона и стекла.
Знаешь, что я знаю о Гонконге? Ну, давай. Гонконг — это был первый выпуск, который вышел с Настей Ивлеевой и Антоном Птушкиным. Вот так. Это уже вот история. тебе факт, конечно. Это уже история. Дальше готов? Угу. Гонконг, рифма, к слову. Какая? Кинг-Конг. В мегасовременном Гонконге есть секретные места, где можно увидеть традиции старого Китая. В одно из таких мест я вас хочу сводить. Сад птиц – это одно из тех мест в городе, где можно отойти от суеты и насладиться фэн-шуем. Пойдем? Сад птиц – это попросту птичий рынок. Гонконгцы приходят сюда, чтобы купить себе пернатых друзей. О, смотри, какое сердечко. Ты знаешь, почему не такой большой птичий рынок? Почему? В Китае же разрешено иметь на одну семью только одну собаку. И также и с детьми. И нельзя быть выше собаки 35 сантиметров. Иначе штраф, там что-то $600 в чем-то. Так, Поэтому кто заводят штрафует? птиц государство. Обалдеть. В смысле, и получается, типа, вместо собаки Да, ты вот такое выгуливаешь домашнее животное, попугайчика. птичка, да. Прикольно. Здесь птицы стоят 850 гонконгских долларов. Это примерно 110 американских. Гонконгцы очень предприимчивые. Продают птиц и продают сразу же живой корм для этих птиц. Здесь можно купить практически все для своего питомца. Хотите кузнечиков? Пожалуйста. Ваша птичка не любит кузнечиков? Червячки. О, какой красавец. А здесь птиц продает и дрессирует самый известный в Гонконге дрессировщик попугаев. Дедушка учит птиц говорить на птичьем языке. В совершенстве владеет птичьим языком. Вот этот попугайчик стоит 25 тысяч гонконгских долларов. Это 3000 американских. Этот рынок – достопримечательность Гонконга. Туристы любят прийти сюда, купить несчастную птичку и отпустить ее на волю. Ну что, дорогие мои, вот она, свобода. На свободу. Счастья вам. Удачи. Летите. Туристы, птичка вернется сюда же и будет продана второй, третий, пятый, десятый и 100-й раз. Мы, местные, этого не делаем. В Гонконге самая дорогая недвижимость в мире. Купить квартиру за $1 000 000 американских долларов здесь удача. В прошлом году поставлен рекорд. Самая дорогая квартира в мире была продана практически за $500 миллиарда американских долларов. Теперь давайте посмотрим на другую сторону этой монеты. Мы находимся в районе Шам-Шуй-По. Это один из густонаселенных районов Гонконга. И моя цель – найти здесь дома-клетки. Друзья, я живу в Гонконге с 2010 года, но я еще ни разу не был в домах-клетках. Хотя многие пытались попасть туда, но это непростая задача. Мы попытаемся сейчас ее воплотить в жизнь и показать вам вот то, чем гонконгцы не гордятся. Дома-клетки – это что-то вроде гонконгских коммуналок. Это самое низкосортное и дешевое жилье в Гонконге. Просто так в дом-клетку свободно зайти не получится, потому что это жилье нелегальное. Чтобы увидеть дом-клетку, мне пришлось обзвонить десятки агентств по аренде жилья и придумать легенду, что мне надо арендовать жилплощадь для себя.
Наконец-то я встретился с риэлтором, которая повела меня в самый настоящий дом-клетку. В домах-клетках каждая квартира разделена еще на десяток тесных каморок со спальными местами. Вот смотри, эту койку ты можешь арендовать за $195 в месяц. За эти деньги ты получаешь малюсенькую койку с грязным матрасом и вместо кондиционера старый вентилятор. Выглядит это как какая-то собачья конура. Окна здесь нету. А куда класть личные вещи? Ну вот смотри, под кроватью сколько места. Можешь и на подоконник складывать, и под кровать. Места очень много. А здесь у нас общая кухня. Есть холодильник, мультиварка, стиральная машинка. И здесь же можно сушить белье. Пользование всем этим входит в стоимость аренды. А вот общий душ и туалет. А в стоимость аренды входят коммунальные платежи? Да. Электричество, вода и интернет. Ну что, берешь или нет? Для тебя сегодня могу сделать супер предложение. Не $195, а 190. Я еще подумаю. Ребят, я не представлял, что в Гонконге есть такие условия для жизни людей. Это контраст, который не помещается в моем сознании. 200-300 тысяч человек в Гонконге живут в таких условиях. Я немножко переосмыслил, что такое густонаселенные районы. И я вот сейчас сижу, смотрю вокруг и понимаю, что вот во всех этих домах старых, грязных, живут люди в нечеловеческих условиях, платят огромные деньги, чтобы находиться в центре города и просто выживать. Как вам контрасты, а? Извините, пожалуйста, но это полная, тотальная жесть. Это, то есть, это такая смесь хостела, общаги и коммуналки. Это самое жесткое, что я видела в жизни, клянусь. Ну, в плане условий для жизни. Но это то же самое, что жить в шкафу, в котором просто стоит вентилятор и висит лампочка. А здесь люди, может быть, жизнь всю проживают. Это ужасно. Очень жаль, очень жаль. Давай звонить Степе, давай узнаем вообще у него, Давай. как, чего они живут. Привет! Привет! Степан! А как нихао? Лейхоу. У нас говорят лейхоу. Мы просмотрели твои сюжеты, это, конечно, и удивительно, и потрясающе, и ужасающе одновременно. Почему ты не снял никого из хозяев? Те, с кем я разговаривал, кто живет там, сказали так, как бы, это вот то, чего мы, мягко говоря, стесняемся. А правительство хоть как-то помогает вообще этим людям, или их как бы не существует? На самом деле помогает, на самом деле строится социальное жилье, которое там бесплатно дается всем, кто получает мало денег. Но очередь на это социальное жилье, она как бы на годы и годы вперед. Когда открывают границы? Границы открывают скоро. Класс! Спасибо. 31 августа. Серьезно? Прям точно? Понятно. В смысле, уже объявили, что 31 августа можно будет полететь в Гонконг? Я был у предсказателя будущего, он так и сказал. Черти, что у вас там творится, но побывать хочется. Все, peace, love, сердечко. Все, ребят, давайте, пока-пока.
Время наказания. Значит, в Австралии есть такой челлендж, когда люди выходят выбрасывать мусор в костюмах. Вон, смотри. Некоторые забавные люди наряжаются, чтобы вынести мусор. Let's take this rubbish out. Юль, давай! О, очень хорошо, хорошо. Это не смешно. Я не Понятно? понимаю по оленье. Где у тебя здесь мусорный бак? Спроси у Санты. Доволен? Это были смешанные отходы. Не-не-не-не-не-не. Это уже мы на это не договариваем. А как же все эти ролики про экологию? Ты уничтожаешь природу. Ну! Некрасиво. Орел! У меня не получается, я не могу. Держу за хвостик. Нет! Это невозможно, клянусь. Ну и ладно, по-моему, это все равно было вторсырье. Иди сюда! Хорошо ты тут устроился. Сидишь дома и путешествуешь. Слушай, ну я не один. Надо сказать спасибо всем ребятам, которые присылают нам свои приключения, делятся ими. Спасибо большое, что присылаете свои приключения, и спасибо, что делитесь ими. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо большое, что мы с вами увидимся обязательно. Спасибо за любовь большое. и за то, что рейтинги у нас огромные. Спасибо за большое. сына и До за дочь. свидания. Всё, Я не Антон, доплатил ты за него мне- кредит.